И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 6 марта и очередная сфотка с фронтов боевых действий. И сразу переходим к южному направлению. Итак, что у нас произошло здесь? Вчера весь день до самой ночи шел бой в районе Вознесенска. Итог боев пока самое интересное, он даже местным жителям неизвестен. Утром люди вышли из подвала, ну по крайней мере те люди, которые мне сообщили эту информацию. И говорят, а в городе мы не знаем даже какая власть. Прошли по линии фронта, которая была еще вчера линией фронта, никого нет, ни с той, ни с другой стороны. По городу, ну по крайней мере в части города, там где человек ходил, никакой власти нет. Даже нет местной самообороны. Вот город буквально вымер. Хотя люди на улицах появились, то есть как бы оживление какое-то есть. Но людей с оружием утром не было видно. Также, что известно, все 4 моста, 2 через Буг и 2 через Мертвоход, взорваны. И тишина. Никаких обстрелов, ничего, ни канонады, ничего не было слышно. Опять же, жду новой информации, как что-то новое здесь появится, обязательно сообщу. И также очередную ночь в Одессе ждали десант. Уже распространились такие слухи, что все, вот буквально все решено, побережье заминировали, ну реально его заминировали. То есть руководство области обратилось к жителям, что на пляжах не гуляли, потому что пляжи будут заминированы. И также украинские войска ждали удара в тыл со стороны Приднестровья. Также немногочисленный гарнизон выделил заслоны со стороны Приднестровья, но за ночь ничего не случилось. В Николаеве опять слышны обстрелы, то есть в целом город пока в осаде, но никто серьезно его не собирается штурмовать. Теперь переходим на Запорожское, Донецкое направление. Ну, в целом, в течение ночи и утра сегодня российские войска продолжали наступать на север. Из Гуляйполя украинские войска не ушли вроде бы, то есть его окружили, блокировали и пошли российские войска дальше. Уже они вошли на территорию Днепропетровской области и на сегодняшний момент уже передовые отряды российских войск заходят в тыл уже Донецкой группировки украинских войск. И до Углегорска по состоянию на утро российским войскам осталось менее 10 километров. То есть уже российские войска выходят в тыл Донецкой группировки. По крайней мере правый фланг этой группировки уже охвачен. И подчеркиваю, все это пока сдается без боев. В этом месте у украинских войск очевидно не хватает сил. Разрыв между их позициями очень и очень серьезный. А укрепленный район Гуляйполя российские войска штурмовать не стали. Они его просто блокировали. А вот в районе Изюма на протяжении нескольких дней идут очень напряженные бои. Российским войскам позарез нужен этот город, потому что это центр коммуникаций, который обойти, для того, чтобы зайти в тыл Краматорско-Славянской группировки, практически нереально. Есть еще обходная дорога через Оскол. И я так понимаю, вот здесь уже российские войска вошли в контакт с Луганским народным ополчением. Но в любом случае Изюм, который украинские вооруженные силы превратили в настоящую крепость, брать все равно надо. На сейчас ВСУ стоят в излучине Северского Донца. Вот здесь они пока еще держатся. Весь остальной город находится под контролем вооруженных сил России. И бои за город продолжаются. В остальном на Харьковском направлении тишина, а ночью обрабатывали очередные точки сосредоточения так называемых территориальной обороны и вооруженных сил Украины на территории Харькова. Было поражено сразу несколько объектов, но наступление пехотными частями не наблюдается. А вот в районе Киева заметное движение, идет наступление российских войск сразу с двух направлений. Во-первых, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил о том, что российская колонна охватывает не просто Киев, она охватывает его широко. Она пытается якобы выйти на дамбу Каневского водохранилища, а это примерно 100 километров на юг с тех позиций, которые российские войска занимали на вчерашний вечер. Я на самом деле мало себе представляю, каким образом колонна может идти прямо к Каневскому водохранилищу, оставляя справа хорошо укрепленный Переяслав, который далее будет у них находиться в тылу. Не представляю, честно, это какая-то самоубийственная атака. Тем не менее, по направлению к Переяславу российские войска пытаются продвинуться. Насколько они за сегодня продвинутся, я думаю, сообщу уже в вечернем выпуске. По крайней мере, местные жители, мне никто не сообщил о том, что это серьезные бои. Но можно говорить о том, что трасса Киев-Харьков для ВСУ уже небезопасна. А вот западнее Киева с утра шел очень ожесточенный бой. Российские войска, отодвинув накануне украинские заслоны к ближним околицам Киева, получили оперативный простор и сегодня атаковали по направлению к Фастову. Утренний бой шел в районе населенного пункта Бышев. Чем он окончился, пока у меня точных данных нет, но по состоянию на обед бои прекратились. Возможно, также к вечерней сводке я узнаю подробности этого сражения и также вам о них сообщу. Вот это то, что сейчас происходит на фронтах Украины. Продолжаю внимательно следить за событиями и уже вечером планирую сделать подробный отчет о том, что было и чего можно ожидать в ближайшее время. На этом пока все. До свидания. Ждите следующего выпуска.